Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 1 апреля, это необыкновенный день. В этот день празднуется Международный день птиц. Сегодня он отмечается в рамках биологической программы Международной организации ЮНЕСКО «Человека-биосфера». Этот праздник возник больше 100 лет назад в Соединенных Штатах Америки, в штате Пенсильвания. В 1894 году один школьный учитель, влюбленный в природу, предложил 1 апреля праздновать День птиц. Эта идея понравилась, и вскоре она распространилась на другие штаты Америки, поддержали это празднование в Европе, и в начале 20 века праздник День птиц 1 апреля стал официально праздноваться у нас в России. Он получил официальный статус. В этот день все любители природы вспоминают о птицах, наблюдают за ними, ставят искусственные гнезда. Кстати, вот установка искусственных гнездований для птиц – это традиция древнерусская, она насчитывает почти 300 лет. Птиц рисуют в эти дни, делают печенье из формочек, похожих на птиц. Ну а мы в этот день познакомим вас вот с теми птицами, которые живут у нас в Петергофе и образуют нашу музейную коллекцию. Сейчас мы находимся в вольере с экзотическими певчими птицами. Здесь мы увидим бриллиантовый горлиц. Это один из самых маленьких голубков, очень мирная птичка, житель Австралии. Но здесь у нас ей тоже хорошо. Здесь также присутствуют амадины, мелкие воробьиные птички, обитатели Африки, Азии, Австралии тоже. Ну и канарейки, жители Канарских островов. Здесь они мирно уживаются. Ну а сейчас мы находимся с вами рядом с вольером, где живут лесные птицы, певчие птицы. Многих из них вы знаете. Здесь около 30 птиц находится вот в этом вольере большом, относящихся к 10 видам. Здесь есть очень мелкие птицы наши, знакомые всем северные чижи, чечетки, щеглы. Крупные птицы – щуры, это тоже жители таежных зон, жители лесов. Наверняка вы узнаете здесь снегирей, красногрудые птицы наши яркие, наших северных лесов. Также здесь живут овсянки, дубонос, зеленушки, все очень знакомые названия. Эти птицы в основном преимущественно зерноядные, поэтому содержание их не слишком сложное. Чувствуют они себя здесь хорошо, места у них много, они с удовольствием летают, общаются, миролюбивые птицы. Сейчас, когда удлиняется световой день, видно, как они становятся более активными, самцы начинают петь. Пение лесных птиц не громкое, птицы издают трели. И такой нежный писк, можно так сказать, в отличие от попугаев, голоса которых очень громкие. Вот, например, здесь у нас живут китайские благородные попугаи. Вот с красным клювом это самец, серая девочка. Дружная пара, много лет они живут вместе. И сегодня я хочу познакомить вас с такой интересной птицей. Она красавица, по-моему. Вернее, это он, мальчик. Зовут его Рикки. Вот, Рикки умеет танцевать. Он почти ручной. У него не очень, конечно, хороший характер. Такой он бывает, себя плохо ведет. Но если к нему подойти
карабкается с лаской, он отвечает тоже по-доброму. Давай, Рики, потанцуем с тобой. Тра-та-ту, тра-та-ту, тра-та. Молодец, молодец. Вот так, вот так. Он очень больше общается с людьми, чем с птицами, хотя вот рядом находится другой вид какаду. Тем не менее, он предпочитает общаться с людьми. Вот. Немножечко ему скучно одному, но вот по возможности мы с ним вот играем и танцуем. Молодец, молодец. Давай, Зайенька. Рики, Рики, давай обратно. Нет, он, видите, он даже не хочет лизать. Ну, покажи, какой ты красивый мальчик. Рики, ну давай, рот-то закрой. Ой, молодец, кому нужно танцевать. Отцепись. Вот. Рядом с розовым какаду у нас живут наши вот красавцы, наша гордость, замечательные ары сине-желтые. И у какадуша, она ручная девочка, очень приятная. Вот здесь им сейчас достаточно места, они могут перелетать с ветки на ветку, им просторно, и с удовольствием это делают. В этой клетке такой смешанный состав средних попугаев. Здесь есть и карелы, вот эти хохлатые. У них клюв похож на клюв какаду. Они тоже австралийские виды, так же, как какаду. Ну, маленькая вот такая птичка, довольно мирная. Узнаете наверняка новозеландских какариков. Вот зеленый и оливковый пара новозеландских какариков. Очень активные, веселые птицы. Ожерелые попугаи, вот серая девочка у нас одна. Ее друг у нас живет отдельно. Нарядная розелла. Это жители, это австралийские жители. Желтолобая амазона. Прекрасная пара, очень дружная. Они ухаживают друг за другом, очень любят купаться. Если бы у нас было время, мы продемонстрировали, наверное, как это происходит. И здесь они научились летать, потому что там, где они жили раньше, у них таких возможностей не было. Здесь они у нас стали птицами, наконец. Вот разговорчивая пара, два жако. Это самочка. Там жаконя. Он очень общительный. Он подойдет к нам поговорить немножко. И, может быть, даже помяукать, если у него будет хорошее настроение. Вот так. Давайте пару посмотрим. Испугалась. Она такая недотрога. Вот жаконя, он более ручной. Она диковата немножечко. А здесь вот такая большая компания волнистых попугайчиков, австралийские виды. Сейчас им повесили, установили домики. Может быть, у нас что-то получится. По крайней мере, похоже, что здесь образовались пары. Это дружный коллектив. Они ни с кем не ссорятся. Вот американские виды попугаев. Фианитосы. Тоже парочка неразлучная. Живут они только вдвоем, потому что неуживчивые виды, агрессивные. Но вдвоем они вполне хорошо себя чувствуют. Им никто не нужен. Это неразлучники. Две пары неразлучников. Нарядные, очень громкоголосые, но неуживчивые птицы. Африканские. Видите, у них голос такой напоминает какой-то металлический звук. Поэтому не очень их любят держать дома. Они просто оглушают своим голосом.
Вот в этой клетке, в этом вольере у нас живет очень тоже приятная птица, довольно редкая птица, африканская, конголезский попугай. Назвали его Амур наши сотрудники, видимо, за то, что он такой доверчивый. Ну иди сюда. Он с удовольствием общается, дает себя чесать. В природе он живет в тех местах, где произрастает масличная пальма. Поэтому вот этой птичке, несмотря на то, что она такая крупная, она должна питаться кормом для крупных попугаев. Потому что рацион должен содержать большое содержание жиров. Нам необходимо для полноценной жизни. Вот так вот любит. У него есть подруга, не совсем его вид, но он все-таки распознал, что это тоже семейство длиннокрылых попугаев. Вот это попугай конголезский, а там у нас есть попугайчик рядом в соседнем вольере. Я вам сейчас его покажу. Амурчик. Он ждет, что ему дадут сейчас орешков. Он очень любит кедровые орехи, но вот я ему не принесла, к сожалению, сейчас орешков. Но я тебе в другой раз дам. Хорошо. Вот птица, которая показалась ему родной, вот там в углу у нас сидит сенегальский попугай, тоже африканский вид. Вот. А это разные виды попугаев, но семейство одно, и вот они как-то очень быстро нашли общий язык, общаются через сеточку. И он кормит свою подругу. Вместе пока мы побаиваемся их саживать. Характер у обоих сложный. Пока что наблюдаем. Ну и здесь тоже смешанный коллектив. Не все птицы уживаются вместе. Вот здесь тоже есть это пестрая розелла, австралийский вид. Самец, и в другой клетке, где мы уже с вами вот посмотрели птиц, там тоже самец, вот поэтому вынуждены держать в разных вольерах, поскольку они ссорятся там. Ну, а здесь уживаются. Здесь тоже карелы, ожереловые попугаи. Очень распространены. Ну, это вот окрас такой особенный, оливковый и желтый. В природе ожереловый попугай вот такой, как у нас вот сидит вот в той вот клетке. Зеленого цвета. Они широко распространены практически в Азии, в Африке, в Европе они встречаются. Вот у нас тоже ожереловый попугай. Вот этот обычный такой, как бы дикий окрас ожерелового попугая. В тех местах, где они водятся, они вот так, наверное, как вороны, распространены в больших количествах, в городах. Красивая птица. Вот это кольцо, которое у них на шее, она появляется у самца только где-то на 5-6 год. До этого возраста зачастую невозможно отличить самца и самца. Но вот эта птица взрослая, у нее нарядно вот это ожерелье. Ну, а сейчас я приглашаю вас посмотреть на наших водоплавающих птиц. Здесь прекрасная пара лебедей. Я надеюсь, что летом мы сможем их выпустить на наш лебяжий пруд в Нижнем парке. Это пара сложившаяся. Они практически не меняют своих партнеров. Очень дружные. Ну и белолобая гусыня тоже здесь вот так оказалась у нас волей судьбы. Миролюбивая, приятная, в общем, неприхотливая. Это лебеди-шипуны, потому что звук, который они издают, это шипение, именно поэтому они так и называются. То есть любое выражение эмоций – это шипение, по-другому они не разговаривают.
вот если вы обратили внимание, чем питаются наши птицы, мы используем готовые смеси для лесных птиц, высокодиетические зерноядные. Здесь и проса, канареечное семя, льняное семя, семена диких трав. Ну, приближенно, этот состав приближен к тому, чем птицы питаются в природе. И также корма подобраны для каждого вида в соответствии с их особенностями, учитывая природный рацион и определенные нормы кормления, чтобы они у нас были активны. Ну что же, в завершении нашей беседы я хочу пожелать всем вам здоровья, чтобы берегли себя и птиц, потому что они очень нуждаются в нашей помощи и в нашей поддержке. И как гласит древняя китайская пословица, если в вашей душе осталась хотя бы одна цветущая ветвь, на нее обязательно сядет поющая птица.